Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я вас рад приветствовать на нашем канале Мир моделей. Меня зовут Павел. Сегодня мы с вами опять будем погружаться в мир новинок, пришедших в наш магазин. Уже как-то где-то примерно год назад у нас была передача, посвященная всевозможным инструментам. Были там микродрели, мини-станочки и различные приспособления от фирмы Proxxon. Также мы рассматривали компанию фирмы Jazz. Постоянно что-то на этом рынке меняется, есть какие-то очень интересные новинки. Вот с одной из этих новинок я вас сегодня познакомлю. Это у нас вот такая вот углошлифовальная машинка от фирмы Master Tools. Это подразделение компании Trumpeter, которая именно занимается различными аксессуарами для моделизма. Мы еще в следующей передаче рассмотрим интересные тоже с точки зрения моделистов, но весьма очень нужные и полезные вещи. Вот, что это такое? Значит, это не что иное, как мини-болгарка. То есть все прекрасно знают. Она состоит из кабеля, самой непосредственно машинки состоит и нескольких дисков для того, чтобы можно было что-то, вот, допустим, отрезать. Ну, что можно отрезать на ней, я вам сейчас немножечко вот покажу. Вот такое вот приспособление. Значит, понятно, что здесь у нас находится вот такой вот зажим, куда вот для примера я взял медную трубочку. Вот, например, вот таким вот образом. Здесь есть шкала приборов, по которой очень удобно позиционировать и выбирать нужную длину. Вот таким вот образом. Вот, это как бы такой, получается, как бы зажимчик такой, типа крокодильчика такого. Вот, естественно, понимаете, да, что машинка вот таким вот образом наезжает и распиливает. С этой стороны мы имеем кнопку запуска. Весь этот механизм идет на кабель, можно включить через USB на вашем компьютере. То есть это очень удобно. Вот здесь вот таким вот образом это вставляется. Вот USB разъем. Также можно использовать, ну, всем известным, допустим, сетевой адаптер. Вот с таким вот. И можно ее подзарядить. Значит, в чем преимущество? Внутри находится литий-полимерный источник питания. То есть вы машинку подзарядили, поработали дома, и ее можно спокойно взять с собой, допустим, в рюкзачок, и она будет автономно работать. Вот таким вот образом. Вот. Ну, конечно, сразу хочу предупредить, что можно делать данной машинкой. Можно обрезать под углом 90 градусов, что очень важно, различные металлические трубочки, прутки, но я думаю, что небольших диаметров, потому что мощности, конечно, у этой машинки нет, в основном это скорость вращения. Вот, ну, вот мы сейчас попробуем одну вот из этих вот данных вот медных самых. Если очень сильно резко нажимать, машинка, естественно, будет закусываться. Ну, попробуем. Наверное, чтобы удобнее, я вот разверну к вам. Сейчас вот видно. Вот, ну, пробуем. Аллилуйя. Мы произвели разрез. Здесь, конечно, у нас не совсем произошло точно. Этой машинкой я сейчас вот в данный момент вот пользуюсь первый раз. Понятно, что это все можно потом еще включить вот таким вот образом. Лишнее вот можно убрать вот таким вот образом. И вот мы имеем вот такой вот надрез. Значит, что можно, еще раз я говорю, что можно латунные медные трубки, также иглы от шприцов. Я сам вот занимаюсь авиацией, очень часто приходится различные делать трубочки ПВД.
штоки амортизаторов, штоки приводящих устройств, которые закрывают ниши шасси, створки. Там везде металлические хромированные трубки, поэтому это шприцы различных диаметров. Здесь будет обрезать удобно. Насчет пластиковых трубок я бы, наверное, не сказал. Все-таки скорость вращения здесь довольно-таки большая, и пластик, скорее всего, будет плавиться. Ну, я думаю, что также можно использовать и обрезать здесь под углом 90 градусов какие-нибудь наверняка, ну, деревянные брусочки маленькие, небольшие. Я думаю, что, может быть, это заинтересует наших товарищей, которые занимаются корабельной тематикой. Вот такое вот интересное устройство. Значит, здесь еще, насколько его хватит и сколько он держит заряд, я, если честно говоря, не знаю. Это вот только что вот здесь у нас появилось. Здесь сейчас вот мы вот это вот выкинем. И здесь я хотел бы сказать, здесь еще есть небольшой вот такой вот ящичек, где у нас находится, сюда падает стружка. То есть вот такой вот предусмотрели, потому что, естественно, вот движение, все летит туда вниз, вот туда вот. И вот это у нас находится карабинчик, у нас крокодильчик на пружине. Я вот, если честно, сейчас положил трубку вот так, для большего, но вообще, в принципе, она кладется вот так, чтобы можно было здесь по шкале, нанесенной здесь, можно было себе наметить длину нужного вам отрезка. Вот такая вот вещь. Конечно бы хотелось бы, чтобы этот двигатель, который находится здесь, был бы, естественно, помощнее. Ну, я думаю, что и так можно, в принципе, если сильно не нажимать, на больших оборотах, по чуть-чуть, совсем шепотом, я думаю, можно спокойно отрезать трубки и прутки небольших диаметров и нужного вам размера. Вопрос будет, а как же менять именно диск? Ну, здесь находится у нас крестообразный винт, а для того, чтобы его захватить, вот здесь вот и у нас с этой стороны можно под подходящий ключик, да, можно и каким-нибудь, я думаю, что не очень сильно здесь все зажато, можно либо подобрать ключ, либо какими-нибудь узкими плоскогубцами захватить вал и уже отсюда отвернуть крестообразной маленькой отверточкой и поставить один из вот этих вот запасных дисков. Тем более фирма Jazz делает таких вот дисков, у них есть целые наборы, так что я думаю, что здесь проблем не возникнет. Вот, уважаемые коллеги, сегодня мы обогатились знаниями о одном из приспособлений, выпущенных компанией Master Tools. Это вот такая новинка. Мы уже, если честно, уже закупаем такие инструменты, да, вот уже второй раз. Вот. И решили выпустить по ней вот такой вот обзорчик. Я надеюсь, с нашим сегодняшним видеообзором вам будет проще определиться, нужна ли вам такая машинка. Так что я думаю, что вам стало намного понятнее, как она выглядит, что можно с ней делать, как она запитывается, ну и для чего она предназначена. Вот, это был магазин Мир моделей. Меня зовут Павел. До новых встреч!